Берем холодный фарфор и небольшое количество зефирной глины. Тщательно перемешиваем. И нам необходимо намешать вот такой вот цвет первоначальный. Если у вас его нет, можно намешать. Берем лимонный. И совсем немножечко пурпурного, для того, чтобы приглушить цвет. Для листиков я раскатала, опять же, нашу глину. Если у вас не получится сделать от руки, сразу вырезать, вы можете сделать из бумаги заготовочку. То есть для более маленького цветочка можно сделать листик в виде глазика. И размер максимально 3,5 сантиметра на 1. Для более крупных это 4,5 сантиметра максимально. И ширина уже 1,3. Также мы с вами сделали вот такие вот заготовочки, отпечатки листика. Еще у меня есть вот такой вот с продольными прожилочками. Я пробовала сделать и на таком, и на таком. Результат, в принципе, практически одинаковый. Итак, раскатали. Обязательно выкладываем, чтобы они слегка подсохли. Буквально по несколько делайте. Первым делом мы вводим проволочку. Проволочка простая, без тейп-ленты. Ее так легче вводить. И без крючка. Все равно мы будем у основания проклеивать в дальнейшем клеем, поэтому зафиксируем. Хотя бы вот сантиметр-полтора ввести. И у основания чуть-чуть прокрутить. Так, я покажу на двух листиках. Итак, берем наш отпечаток, укладываем в центр и хорошенечко придавливаем. Вот один я сделаю, с которого мы делали отпечаток, а второй из покупного. Также я сделала макушечку из герметика, чтобы легче было работать. Отпечатки совсем чуть-чуть видны, но очень даже хорошо. После этого кладем на ладошку и обязательно делаем 2 продольные линии. То есть смотрим, видите, они прям четко прочерчены. Сделали. Теперь у основания мы скругляем. И еще раз проходимся для фиксации, чтобы у нас
вот эта вот складочка сохранилась. Теперь с противоположной стороны мы прокатываем наш край, чтобы он не был таким ровным. Видите, они у них все изогнутые в разные стороны. Можно подправить форму, слегка подтянув. В таком положении оставляем сохнуть. Сейчас мы делаем небольшую тренировочку. Я развела основных два наших цвета. Это лимонный и пурпурный. И намешала даже вот два оттеночка. Такой морковный и более красновато-оранжевый. Плюс немножечко зеленого. Теперь ближе к серединке они чуть более яркие, с таким оранжеватым оттенком. Поэтому мы делаем с обратной стороны и с лицевой. То есть у основания хорошенечко промазали и чуть-чуть растушевали в сторону края. То есть край, основной цвет вот этот, мы не трогаем. Таким образом мы тонируем все у основания. Зеленый цвет у них прям вот светлый-светлый-светлый такой. Только с изнаночной стороны и самый краешек. Буквально чуть-чуть, легкий такой налет. Должно получиться 13 листиков. Я заранее подготовила серединку. Вот с помощью нашего молда. Да? Как таким молдом пользоваться, вы можете посмотреть по мастер-классу по хризантемке. Обязательно снизу немножечко прошлась ножничками, чтобы оживить нашу серединку, чтобы получились вот такие вот торчащие краюшки, и протонировала акриловыми красками. После этого мы просто должны будем приклеить наши лепестки у основания. Я заранее подготовила листики, отогнув самые кончики под углом 90 градусов. И клеить мы будем вот здесь и вот здесь. То есть вот таким вот образом. По кругу 13 листиков. Для чашелистников намешиваем немножечко зеленого цвета. У меня есть вот такие вот формы. Причем купила я их в хозяйственном магазине. Отлично подходят для чашелистников, особенно для розы. Итак, вот здесь вот их очень-очень много. Поэтому мы берем
2 чашелистника, 2 формы. И сейчас просто их разрезаем, вот эти вот части, еще пополам. И разъединяем сразу. Чуть-чуть мы все-таки прокручиваем, чтобы они встали на свое место, так скажем, не были прижаты друг к другу. То есть поправляем глину. И с одной стороны мы тонируем. Видите, в центре более салатовый, то есть оставляем основной цвет. Краешку зеленовато-красный такой. Потом проходимся. Цветом. Сначала основной зеленый растушевываем. Буквально чуть-чуть. Со второй стороны краешки. И после этого также красный с зеленым наводим, получается коричневый, и чуть-чуть самые краешки. Опять же с одной стороны и со второй. С одной стороны мы проходимся, вот если присмотреться, ворсинки есть небольшие. Этот этап лучше сделать сейчас, что потом будет очень неудобно. Буквально чуть-чуть. Не дожидаемся полного высыхания наших чашелистников и смазываем клеем и протягиваем до основания. Тщательно прижимаем. Одну и вторую. После этого немножечко можно опустить и обкрутить ствол.
я сделала чуть более активную и крупную. Это не настоящие серединки.